Привет, ребята! Сегодня мы приготовим с вами десерт из теста птичье молоко. Это мой самый-самый любимый торт. Он воздушный, нежный и самое главное, что он не требует духовки. Его очень быстро готовить. Главное, чтобы у вас был миксер, который хорошо взбивает. Итак, погнали! Начинаем приготовление мы с бисквита. Чуть попозже я расскажу, что делать, если у вас нет духовки. Нам нужно взять сливочное масло комнатной температуры, добавить к нему сахар и все хорошенько пробить в миксере. Затем добавляем яйцо. Этого количества теста нам хватит на один бисквит диаметром где-то 16-18 сантиметров. Если вы хотите сделать в тортике 2 яруса бисквита, то умножайте это количество на 2. Вот такая смесь у нас получилась. Засыпаем муку. Теперь еще раз пройдемся миксером и все, можно будет уже выпекать. Я выкладываю эту массу тонким слоем на пергаментную бумагу и отправляю в духовку. Смотрите, здесь маленькое уточнение. Мы начинаем готовить бисквит и выпекаем его. Если у вас нет духовки, допустим, да, вы можете опустить этот момент и просто сразу переходить к суфле и заливать форму суфле. Если вам все-таки хочется, чтобы был бисквит, но духовки у вас нет, тогда вы можете, как на чизкейк, измельчить печенье, добавив туда растопленное сливочное масло и утрамбовать ложкой. Чуть-чуть его положить в холодильник, чтобы он стабилизировался, буквально там 15 минут, и уже пока суфле готово, сможете заливать. Это тоже будет отличный вариант. Пока бисквит не остыл, сразу вырежем нужный нам диаметр. У меня это где-то 16-17 сантиметров. Можно взять неразъемное кольцо, выкладываем туда бисквит и застилаем ацетатной пленкой. У меня она очень тонкая, с ней неудобно работать, берите поплотнее. Теперь настала очередь суфле. Отделяем белки от желтков. Нам для меренги понадобятся только белки. Очень аккуратно это делайте, ни капли желтка не должно попасть внутрь, иначе у вас не взобьется меренга. Начинаем взбивать на средней скорости миксера. Масса не должна перевзбиться. Параллельно варим сироп. В сотейнике с толстым дном мы соединяем сахар, агар-агар и воду. Отправляем на плиту вариться этот сироп до 110 градусов. Обязательно следите за температурой. Здесь она очень важна. Белки взбиваем вот до такого состояния. Они должны уже превратиться в пену к моменту, когда мы начинаем вливать наш горячий сироп. Сироп вливаем тонкой струечкой, не попадая на венчик, иначе он превратится в карамель. Когда влили весь сироп, продолжаем взбивать на средней скорости. Нам не надо спешить, иначе у нас будут большие пузыри. Смотрите, как на глазах меняется сама меренга. Она становится более гладкая и блестящая. Сейчас мы подготовим еще один ингредиент, смешав сливочное масло комнатной температуры и сгущенное молоко. Чуть-чуть все пробьем миксером и будем добавлять в нашу меренгу. Масло вводим не сразу все, а по чуть-чуть, буквально по 1-2 ложечки. То, как начинает схватываться наше суфле, зависит от силы и качества вашего агар-агара. Агар-агар — это растительный загуститель, его можно купить сейчас практически в любом магазине, начиная там от ленты, перекрестка и так далее, не только в кондитерских магазинах. Ну вот, суфле наше готово, мы переливаем, пока оно еще не схватилось и не застыло в форму. И чуть-чуть разровняем поверхность, просто чтобы придать ей более красивый вид.
для классической версии сверху мы польем это все шоколадным ганашем. Берем горький шоколад, жирные сливки 33-35%, растопим их импульсами в микроволновке. Это значит, что 15 секунд мы нагреваем, выключаем, перемешиваем и повторяем до тех пор, пока масса не станет однородной такой красивой эмульсией. Вот смотрите, как она меняется на глазах. Главное не перегреть. Если она пойдет у вас комками, значит вы перегрели и испортили шоколад. Все вливаем на суфле. Смотрите, оно уже чуть-чуть подзастыло. Шоколад разровняем. Можно наклонять саму форму влево-вправо чуть-чуть или просто ложечкой или спатулой. Вот буквально в несколько шагов наш торт готов. Мы убираем его в холодильник для стабилизации. Затем снимаем кольцо, убираем ацетатную пленку и украшаем на свой вкус. Здесь отлично подойдут какие-то орешки, сублимированные ягодки или свежие даже ягоды. Они украсят, конечно же, любой торт. Я выбрала лепестки миндаля и орешки пекан. Они подходят в цвет шоколада. Если вы испекли 2 бисквита одинакового диаметра, то поступаем следующим образом. На дно мы кладем 1 бисквит, заливаем половиной суфле, затем прямо на него выкладываем 2 бисквит и оставшуюся часть суфле. Дальше заливаем шоколадный ганаш, также отправляем в холодильник, и тогда на разрезе у вас будет попеременно видны слои. Ну что, наш тортик стабилизировался, он готов, можно нарезать, звать друзей, гостей и детей, наслаждаться моментом. Напишите в комментариях, любите ли вы птичье молоко, так как люблю его я. Этот тортик очень воздушный и нежный, а делать его очень-очень просто. Попробуйте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч, пока-пока!